На связи Украина 365. Украинские военные продолжают проводить свой референдум. Так, по результатам подсчетов голосов, Макеевка Луганской области возвращается под полный контроль Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице 198-го батальона ТРО. ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка – это Украина, пишет пресс-служба батальона. Также наши бойцы показали видео, которое было записано в селе. Стоит отметить, что Генштаб ВСУ пока не подтверждал информацию об освобождении Макеевки. Однако освобождение данного села подтверждает авторитетный составитель фронтовых карт Deep State. Также стоит сказать, что 6 октября закончился подсчет голосов в Боровском районе Харьковской области. С результатом 100% «за» он полностью вернулся под контроль Киева. Важно подчеркнуть, что освобождение этих территорий приближает ВСУ к важным городам в Луганской области. И чем ближе наши воины, тем сильнее паника у оккупантов. То, что оккупационные войска России на фоне наступательной операции армии Украины в Луганской области готовятся к бегству, это уже давно всем известный факт. Но сейчас они выходят на новый уровень. Так, в оккупированном Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания территории, вывозят оборудование и жгут документацию. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай. У себя в телеграм-канале он написал, что в Сватово российская армия заминировала объекты инфраструктуры и призывает к самостоятельному выезду из оккупированного города. Так называемые органы власти работают в сокращенном формате. Наверное, понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывести из Сватова основные медицинские и социальные учреждения, прежде всего оборудование, отметил Гайдай. Также он подчеркнул, что в подконтрольной врагу Кадиевке россияне массово уничтожают архивы и копии документов, особенно бумаги, в которых содержится информация об истории оккупации. Исходя из этого, можно сказать, что не такие они уже и тупые, понимают, что ВСУ скоро освободят все свои земли. Это касается как Донбасса, так и Крыма, как Запорожской, так и Херсонской областей. Кстати, на Херсонщине у россиян случилась новая истерика. Рашисты в панике просят помощи и распространяют информацию о том, что якобы в городе уже слышен фронт, а ВСУ бросили десятки танков на прорыв сразу на нескольких направлениях. Правда, это или просто панические бредни оккупантов, будет известно со временем. Что известно точно, так это то, что в Херсонской области обрушение фронта армии РФ заставило оккупантов отступить южнее для укрепления позиций. Об этом в своей новой сводке по итогам 6 октября сообщает Американский институт изучения войны ИСВ. После обрушения российской линии фронта на северо-востоке Херсонской области войска армии РФ, вероятно, пытаются укрепить оборонительные позиции ближе к центральной части региона. Об этом говорят в частности спутниковые снимки за 3-4 октября, где видны российские траншеи и радиолокационные системы в районе Береслав-Новая Каховка, что позволяет продолжить отступление сюда российских войск для укрепления позиций. Тем временем украинские силы, вероятно, сосредоточились на перегруппировке на севере Херсонской области, хотя в российских источниках сообщалось также о попытке ВСУ прорвать оборонительные рубежи РФ на севере региона, в частности в районе Пятихаток, примерно в 35 километрах к югу от границы с Днепропетровской областью, говорят аналитики ИСВ. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео. А также напомним, украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Это вызывает у оккупантов панику. В частности, так случилось и у бывшего главаря террористов так называемой ДНР Игоря Гиркина Стрелкова. Он предсказывает, что совсем скоро может начаться генеральное наступление ВСУ в Запорожской области. Об этом он написал на своей странице в Телеграм. Он добавил, что украинские защитники уже накопили невероятно много оружия. ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО. Давно жду генерального наступления ВСУ именно на данном фронте, написал Гиркин. Важно напомнить, что накануне украинские военные мощно ударили по позициям оккупантов под Запорожьем. Они обстреляли места скопления российских вояк, в результате чего были ранены более 250 оккупантов. В воздух взлетели 3 вражеских склада с боеприпасами и более 20 единиц военной техники. Это все хорошо, однако готовы ли сейчас ВСУ на самом деле пойти в контрнаступление на этом направлении, неизвестно. Командование Вооруженных сил Украины, понятное дело, не разглашает информацию об имеющемся резерве, поэтому сложно составить представление о том, сколько еще ВСУ могут привлечь и чем вооружить, сообщает The Daily Mail. Военный аналитик Майк Мартин из Королевского колледжа Лондона обращает внимание на то обстоятельство, что Украина, в отличие от России, провела общую мобилизацию. Другими словами, каждый житель Украины в возрасте до 65 лет может быть призван в армию, а это миллионы военнослужащих, если их обучить и вооружить. Вопрос в том, где, как и когда можно использовать эти силы. По утверждениям эксперта, он знает ответ на этот вопрос. ВСУ, считает Мартин, могут задействовать свои
свой стратегический резерв, чтобы разделить российскую группировку в Украине на две части и тем самым лишить их возможности вновь объединиться общими усилиями. Он также опубликовал карту возможного наступления украинских войск от Днепра и Запорожья к Мариуполю и району Бердянска. За исключением провокаций армии РФ в районе Запорожской АЭС и активности украинских партизан, этот фронт оставался относительно спокойным после того, как ВС РФ захватили эту территорию в начале своего масштабного вторжения. Но, по мнению Майка Мартина, в обозримом будущем этот район может стать эпицентром столкновений. ВСУ, если получится, могут направить группировку из Харьковской области на деоккупацию Луганской и Донецкой областей. Херсонская группировка ВСУ будет мешать переброске российских войск из Херсона, чтобы прийти на подмогу оккупационным войскам на Донбассе. Вот что хотел сказать Мартин этой картой. Смотрим пункт номер 1. Это показывает основное наступление для деоккупации Херсона и продвижения к Крыму. 2. Дополнительные атаки для освобождения Донбасса и Мариуполя. 3. Возможно наступление с резервом, чтобы разделить поле боя надвое и перерезать снабжение российских войск. 4. После освобождения Мариуполя объединенные украинские войска могут наступать на Крым. И 5. Отступление российских войск по Керченскому мосту и победа Украины. Дорогие подписчики, из-за полномасштабного нападения России мы практически полностью потеряли рекламу, а значит финансовое обеспечение всех наших редакционных бойцов. При желании и возможности вы можете поддержать нас разовым или регулярным платежом. Реквизиты в описании к этому видео.